Сегодня поговорим про бесплатные способы раскрутки и продвижения сайтов. Определимся, что такое продвижение и зачем это нужно, что такое подготовка к продвижению и что необходимо делать, пробежимся по социальным сетям, узнаем, от чего зависит результат и сделаем небольшие выводы. Меня зовут Андрей, это канал Storm, где мы говорим про различные аспекты блогинга. Поехали! Продвижение и раскрутка сайтов делается для того, чтобы на ваш сайт пришли люди из поисковых систем. Это Яндекс и Google. А также из других источников. Это могут быть форумы, сайты, блоги, порталы и другие подобные источники. Что же такое продвижение и зачем оно нужно? Дело в том, что практически все сайты в интернете борются за внимание пользователей. И чтобы на ваш сайт люди заходили чаще из поисковых систем, на сайте должны быть материалы или статьи. И очень важно, чтобы эти статьи были интересны людям. И даже если у вас не блог, то статьи на сайте никогда не будут лишними. Также статьи в целом должны быть оптимизированы для поисковых систем. Иначе это называется SEO-оптимизация. Что же это означает? Есть определенные правила и рекомендации, как нужно подготавливать статьи, чтобы они лучше ранжировались поисковыми системами, то есть отображались выше в поисковой выдаче. И этих рекомендаций достаточно много. Но мне кажется, что до конца никто точно не знает, какие именно из рекомендаций оказывают влияние на позиции в поисковой выдаче. И давайте все-таки определимся, что такое SEO. Search Engine Optimization – это поисковая оптимизация, комплексное развитие сайта и его продвижение для поднятия на одну из первых строчек поисковой выдачи. Нужно отметить, что на позиции в поиске влияет не только оптимизация одной конкретной статьи, но и оптимизация сайта в целом. Также важно, насколько давно существует сайт, как много других сайтов на него ссылаются, как часто на него заходят, сколько времени люди проводят на сайте и оставляют комментарии. То есть реально учитывается поведение пользователей на сайте и время, проведенное на этом сайте, а также активность пользователей. И, конечно же, лучше делать поисковую оптимизацию, чем не делать ее совсем и надеяться на чудо. И самое главное – писать статьи для людей, отвечать на вопросы и решать проблемы, с которыми люди приходят в интернет, в поисковики, в надежде найти решение. И вполне вероятно, что они смогут найти решение именно на вашем сайте, в вашем блоге. Что реально нужно делать? Например, у вас интернет-магазин косметики. Создайте отдельный раздел сайта с обзорами и рекомендациями по применению своей продукции. Так вы увеличите количество материалов на сайте и сможете привлечь дополнительных посетителей из поисковых систем, которые, вполне возможно, в последующем станут вашими клиентами. Сейчас мы будем говорить про статьи на вашем сайте или блоге. Если вы хотите увеличить количество посещений вашего сайта и уверены, что на вашем сайте уже достаточно много интересных и полезных материалов, и можно начинать продвижение сайта, то смотрите дальше. И, кстати, про ведение блога и создание контента я уже рассказывал вот здесь. Но не стоит возлагать все надежды на поисковую оптимизацию. В первую очередь важен контент. Это как конфетка в красивом фантике. Если фантик яркий, блестящий и красивый, а конфета невкусная, то, скорее всего, такие конфеты купят только один раз, чтобы попробовать. А если конфета очумительная, и даже если она завернута просто в газету, то ее купят, и потом еще раз купят, и потом еще посоветуют друзьям и соседям попробовать именно эти конфеты. Потому что, несмотря на невзрачный вид, они очень вкусные. Так и контент на вашем сайте. В долгосрочной перспективе именно он оказывает решающее влияние на то, получится у вас хороший сайт или нет. Вы можете бесконечно долго и настойчиво заниматься оформлением сайта, подбора цветовой гаммы, расположением меню и так далее, но если на сайте нет полезной, интересной информации, то это все впустую. И давайте поговорим про подготовку к продвижению сайта. Подготовка к продвижению подразумевает настройку вашего сайта по рекомендациям поисковых систем. Если вы используете одну из самых популярных систем управления контентом WordPress, то сделать SEO-оптимизацию можно с помощью одного из плагинов. Кстати, про сам WordPress, про плагины и шаблоны я уже рассказывал ранее вот в этом видео. Сам я использую плагин Yoast SEO. Да, есть также All-in-One SEO, Rank Math SEO и многие-многие другие. Но мне больше всего понравился именно Yoast SEO своей простотой и функциональностью. У него, как и у большинства других плагинов, есть бесплатная версия и платная. И вполне достаточно бесплатной версии для того, чтобы классно оптимизировать сайт.
Кстати, не стоит устанавливать сразу несколько плагинов для SEO, потому что они, скорее всего, будут конфликтовать друг с другом. Давайте посмотрим, что же это за чудодейственный плагин. У него есть мастер настройки. Там всего 10 шагов и занимает это всего пару минут. Дальше плагин сделает все дополнительные настройки для поисковой оптимизации вашего сайта. Вам необходимо пройти просто по всем шагам мастера настройки. Вопросы очень простые, и ответить на них сможет даже самый начинающий и неподготовленный вебмастер. Да что там вебмастер, любой, кто установил WordPress, сможет ответить на эти 10 простых вопросов. После завершения работы мастера настройки идем непосредственно в настройки плагина, смотрим, какие функции доступны и на что они влияют. Плагин русифицирован и имеет подсказки, так что разобраться с настройкой можно без особого труда. Пример этих настроек можно посмотреть на скриншоте. А я напоминаю, что мы говорим про бесплатный способ продвижения, а значит, оплачивать какие-то специализированные сервисы для раскрутки и продвижения сайтов не придется, но придется поработать руками. Нам необходимо, чтобы о вашем сайте узнали как можно больше людей. И для этого нужно разместить ссылки на ваши статьи в социальных сетях, на различных форумах, порталах и интернет-ресурсах. И если с форумами и порталами не всегда все так просто, потому что сейчас очень часто все эти ссылки закрыты для индексирования поисковыми системами. То есть владельцы сайтов специально закрывают исходящие ссылки для того, чтобы поисковики их не видели. Но насколько это важно? Во-первых, поисковые системы не всегда учитывают теги nofollow. Пруфы я вам не приведу, но реальные примеры есть. Но нам нужно другое. Нам нужно, чтобы на наш сайт приходили люди. А где у нас находится максимальное количество людей? Конечно же, в социальных сетях. И да, многие говорят, что в социальных сетях ссылки не индексируются поисковыми системами. Но повторюсь, нам нужно, чтобы на сайт приходили люди, а не поисковые роботы. И давайте пробежимся по социальным сетям и некоторым другим способам распространения информации о вашем сайте. Инстаграм. Еще совсем недавно возможность делиться ссылками в Инстаграм была очень ограничена. Допускалось размещение только одной ссылки в шапке профиля, а размещать ссылки на внешние ресурсы можно было только в сторис, и то, когда у вас больше 10 тысяч подписчиков. На данный момент это ограничение снято. И в профиле по-прежнему можно оставлять только одну ссылку, а в сторис можно указывать внешние ссылки на любые ресурсы, теперь без ограничений. Все пользователи могут это делать. А значит, можно продвигать свои статьи через сторис. Вставляйте ссылку в сторис, делайте сторис вечной и добавляйте ее в подборку, например, новые материалы на моем сайте. В качестве эксперимента я тоже попробую реализовать это в своем Instagram, а позже покажу вам детальную статистику по источникам трафика. Опыт получится чистым, потому что блог создан недавно и трафика на нем практически нет. Но как вариант, может быть, буду делать сторис со ссылками на видео на YouTube. YouTube тоже позволяет собирать аналитику и смотреть, из каких источников приходят ваши зрители. И да, может быть, она не такая детальная, как Google Аналитика или Яндекс.Метрика, но вполне достаточно для того, чтобы провести эксперимент. YouTube. YouTube – это отличный источник для получения новых пользователей и подписчиков. В отличие от Instagram, YouTube мотивирует авторов создавать больше новых и интересных видео, продвигает и дает просмотры на качественный контент. Так что если у вас есть опыт создания видеороликов, то, наверное, стоит задуматься над созданием своего канала и публиковать ссылки на свой сайт под каждым видео, а также на странице канала. Я делаю именно так. ВКонтакте. ВКонтакте тоже отличный вариант, чтобы делиться ссылками. На площадке можно без ограничений публиковать ссылки на внешние ресурсы. Можно также создать отдельную страничку автора и публиковать на ней анонсы статей. Главная проблема – это привлечь посетителей, а впоследствии и подписчиков на созданную страничку. Также можно попробовать предложить размещение ваших статей в чужие группы, подходящие по тематике. Но далеко не все соглашаются публиковать такие, можно сказать, рекламные материалы, содержащие ссылки на сторонние ресурсы. И обычно это делается на возмездной, на платной основе. Ну и вообще, открою вам один небольшой секрет. Гораздо проще настроить таргетированную рекламу на эти же самые тематические группы. Так не придется вообще ни с кем договариваться, и вы можете отслеживать прогресс на этапе рекламной кампании. А вот размещение своих постов в чужие группы – это как подбрасывание монетки. Может выстрелит, а может нет. Группа может оказаться фейковой, где на самом деле нет живых подписчиков, а вся активность создается искусственно. Но платное продвижение через социальные сети – это отдельная тема, и о ней мы будем говорить в следующих видео. И еще один способ – это участие в дискуссиях и комментирование с указанием ссылок.
Только не нужно закидывать тематические группы комментариями со ссылками на свои статьи. Посмотрите вот здесь, а я вот написал статью, вот здесь интересный материал, вас быстро разоблачат и заблокируют. Да, придется вступать в группу и активно участвовать в обсуждениях. Так сказать, зарабатывать плюсики в карму. Тогда другие пользователи могут заинтересоваться вашей персоной и ради любопытства перейти в ваш аккаунт. А уже там они смогут найти ссылки на ваши статьи и на ваш сайт или блог. Facebook все аналогично ВКонтакте. Можно продвигаться через личный профиль, можно создать группу, можно предложить новости к публикации в чужой группе, а также активно участвовать в обсуждениях. Главное, помните, что создатели групп и другие пользователи – это тоже люди. И всем хочется нормального, конструктивного общения. Не навязывайте людям смотреть свои статьи, не предлагайте посетить свой сайт. Это может вызвать только отторжение и неприязнь. Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен активно поощряет новых авторов к написанию статей. Дзен как сервис взлетел очень быстро и активно развивается. Однако для меня он почему-то похож на колесо для хомячка. Чтобы раскрутиться на Дзене, нужно писать статьи с неимоверной скоростью. Они должны выходить постоянно, быть содержательными и интересными. Для этого нужно батрачить как раб на галерах. Тогда Дзен даст вам просмотры, и вы даже сможете выйти на монетизацию и получать деньги за свои статьи. Но это действительно тяжелая работа, если мы говорим о писательстве. Если вы будете писать всего по одной статье в неделю на Дзене, то получить много просмотров не получится. Но не стоит сбрасывать Дзен со счетов. Если уж вы все равно пишете статьи и размещаете анонсы во ВКонтакте и Фейсбуке, то не будет лишним залить такой же анонс и на Яндекс.Дзен. А вдруг статья выстрелит, так зачем же упускать такую возможность? Форумы. Форумы раньше были очень популярными и служили дополнительным источником трафика. Кроме этого, выгодно было публиковать на форумах ссылки на свой сайт или блог для увеличения количества входящих ссылок. Однако администраторы форумов быстренько смекнули, в чем дело, и закрыли все исходящие ссылки для индексации. Да, сейчас некоторые форумы еще живы, и может быть даже стоит в них зарегистрироваться и начать вступать в дискуссии и высказывать свое мнение. Но обязательно нужно грамотно оформить свой личный профиль на форуме и указать ссылку на свой сайт. Принцип такой же, как с комментированием в социальных сетях, о котором я рассказывал ранее. Но учтите, что за последние несколько лет произошло значительное перетекание аудитории с форумов в социальные сети. И сейчас продвигаться через социальные сети с учетом возможностей таргетированной рекламы гораздо проще, чем на форумах. Прогон по каталогам. Когда-то это был действительно эффективный и рабочий способ продвижения сайта, но сейчас все изменилось, и этот способ может даже больше навредить вашему сайту, чем помочь. Поэтому предлагаю забыть про этот способ как неактуальный и сосредоточиться на действительно важных вещах. От чего же зависит результат? Как ни странно, с усложнением алгоритмов поисковых систем все стало гораздо проще. Официальные справочные системы поисковиков сообщают нам, что нужно сосредоточиться на качестве контента и качестве сайта. Это значит, что нужно постараться исключить ошибки в коде сайта, сделать сайт удобным для пользователей и быстрым в загрузке. Сайт должен корректно отображаться на всех видах устройств и иметь понятную навигацию. Ваши материалы должны быть структурированы, интересны и написаны понятным языком. Вы спросите, а как поисковые системы понимают, насколько интересна статья? Все очень просто. Создавая сайт, нужно сделать несколько дополнительных действий для того, чтобы дать возможность поисковым системам узнать как можно больше про ваш сайт. Для этого нужно всего-то установить счетчики Яндекс и Google, также зарегистрировать сайт в кабинетах Яндекс Вебмастер и Google Аналитика. Есть также дополнительные рекомендации по настройке связи между счетчиками Яндекс Метрики и Яндекс Вебмастером. Ну и другие, но это уже нюансы для следующих статей. А теперь давайте совсем кратко подведем итог, на что же стоит обратить свое внимание. Старайтесь избегать ошибок в коде сайта. Если возможно, то ускорьте загрузку страниц. Обязательно следуйте рекомендациям поисковых систем. Ссылки на эти материалы я постараюсь оставить в описании. Создавайте интересный контент. Распространяйте ссылки через социальные сети и другие сайты. Не используйте серые методы продвижения. Спам в комментариях, прогон по каталогам и подобные.